Ребят, всем привет! Еле-еле успел, но немножко опоздал. Перекрыли, потому что вход один из метро пришлось вокруг, а это заняло время. Я бы успел вовремя. Через мост пришлось бежать. И в общем начать я хотел не отсюда, а с главного входа. Ну раз я уже здесь, давайте тогда пойдем к главному входу через мост, через фонтан и туда, куда в принципе я и планировал. Еще раз всем привет. Отличная погода. Надеюсь, дождя не будет, хотя что-то там пробрасывает уже. Впереди. Вот так как я вошел с правой стороны, я уже не буду тогда до них возвращаться. Видимо, но он также на полставки, на 4 часа в день. Отсюда и так, наверное, видно их. Да, добрый вечер, Ирина. Да, у нас погода отличная. Солнышко светит. Ну, я говорю, дождик был. И я все думал и гадал, идти, не идти, идти, не идти. Но вроде все разъяснилось, поэтому решил, все-таки надо, пока погода хорошая, мало ли. А давайте вот сюда сейчас поднимусь, как раз посмотрим на эту клумбу, и будет видно центральные ворота. Как всегда, историю давайте. Алиса, что такое Царицына не была и не знаю этот парк. Ну, сейчас все будет, сейчас будет история. Давайте вот парадно-входная зона. Здесь у нас вот расписано, нарисовано, где что находится. Вход в Большой дворец, Хлебный дом, все это покажу, говорю, а потом еще и внутри посмотрите все это дело. Так, если коротко, Царицына — это парк. Можно сказать, бывшая такая, ну, не совсем резиденция, но тем не менее, Екатерины II. В общем, давайте историю. В Ташкенте жара 57, в тени вчера было. Дамир, замечательная погода. 57 в тени, Ташкент. О, я бы сейчас в Ташкент с удовольствием бы, к вам. Ташкент — это один из моих любимых городов. Наверняка и есть зрители, которым тоже Ташкент очень-очень нравится. Узбекистан — это, да, красота. В общем, давайте немного истории. В 1775 году Екатерина II покупает за 25 тысяч рублей село
черная грязь. Я еще это запахался, бежал, потому что, в общем, купила у князя Сергея Кантемира и переименовала его в Царицыно. И здесь она сначала построила свой деревянный дворец, в котором временно жила, такой императорский деревянный дворец. А уже строить каменный дворец поручила архитектору Василию Баженову. Был построен большой дворец, мы сейчас до него дойдем, и хлебный дом, мосты, заложен, в общем, парк пейзажный. Вот это вся красота, можно сказать, которая сейчас вокруг. И уже в 1785 году Екатерина II останавливает стройку и приказала снести дворец. Ей он, в общем, не понравился. И новым архитектором она назначила Матвея Казакова. Это ученик Баженова. Но и Казаков не смог его достроить, так как началась война с Турцией. А в 1796, да, Екатерина II умирает. И все здесь замирает. В общем, вот это перед нами уже средний Царицынский пруд. Мост вот этот арочный. А его построили в 2007 году. Это у нас, можно сказать, новая постройка. Посредине островок, где вот фонтан. Сейчас мы как раз к нему идем. Это у нас островок называется Подкова. Давайте. Пруд. Ох, там какая туча идет. Надеюсь, она не к нам. Так, сейчас камеру чуть-чуть поправлю. Вот. Вот такой пруд. Большой уточки. Люди сидят. С этой стороны у нас тоже людей много. Утки, чайки. И вот у нас фонтан. И с этого, вот видите, он еще и цветной, смотрите, с подсветкой. Ух, давно я его не видел. Как сюда приезжал, он постоянно был закрыт навесом. Видимо, вот к лету его готовили. Пойдемте представление посмотрим, послушаем. Как раз таки там музыка играет. Ох, какая красота. Смотрите, он там светится разными огнями. Ребят, напишите, был ли кто из вас на вот этом фонтане? Вот я его в первый раз вижу, честно говоря. Да, Ташкенту тоже привет огромный. Так, а где музыка? Где-то вот позади меня играет почему-то. Или приглушили ее. Очень тихо играет музыка, но играет. Я помолчу и буду идти как раз в сторону моста, вы полюбуйтесь пока им. Наверное, когда стемнеет, будет более интересно смотреться все это представление световое. Посмотрите, сколько людей на лавочках сидят, любуются всей этой красотой. Мост, откуда мы пришли. Так, ребят, в правом углу штрих-код. Это для донатов, если кто-то хочет помочь канал.
Ну вот, Наталья, я вот ни разу не попадал сюда. Да, Ирин, точно будет красиво, реально. Пишите. Еще раз вам вид на пруд. И с этого островка мы с вами попадаем на второй мост. А справа вон там, это что-то такое, знаете, вроде палатины. Тоже мостик там, уточки. А, и вот за этой как бы палатиной, это у нас тоже там пруд идет. Он называется Верхний Царицынский пруд. Мы сейчас спустимся с моста и пойдем налево, вдоль как раз пруда. Еще раз вам вид. Людей очень много. Я сейчас в метро, кстати, шел тоже. Очень много народу. Отсюда и туда. И нас такой из вагона вышел строй. И вот мы всем этим строем шли в обход до моста сюда. Что у нас тут есть? Напитки, кофе, чай, туалеты, общественные пространства. Вот там, если пойдем, ну, мы с другой стороны его посмотрим, это место. Там частенько рисуют. Мы с вами пойдем налево. В общем, я остановился на, так, еще раз Фонтановом, на смерти Екатерины. Так вот, только где-то в начале 19 века здесь началось обустраивание, начал обустраиваться парк. И этот парк уже стал таким местом гуляния. В корпусах, которые были часть разрушенные, часть там они стояли, но заброшенные, открылась гостиница, кофейня. А уже где-то в середине 19 века император Александр II издает указ о сдаче в наем. В аренду, в общем, сдавали землю, вот эти часть корпусов, которые еще сохранились. Такая красота. И в конце уже 19 века Царицыно такой, знаете, превратился в благоустроенный и престижный дачный поселок. После революции Октябрьской его переименовали и стали называть его поселок Ленина. Так, мне нужно поворот не пропустить. Да, вот здесь сейчас поверну направо. В старинных постройках уже вместо кафешек и гостиницы расположились коммуналки. В принципе, как мы с вами уже поняли, после Октябрьской революции везде коммуналки, склады и тому подобное. И где-то в 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, в одном из корпусов открыли уже музей. И я вот нашел фотографию как раз таки, когда праздновали 1 мая в этом поселке. О, там на катамаранах еще катаются. Так, мост у меня сейчас направо пойдет. Сейчас сначала вам фотографию покажу. Скачав эти билеты, да, на карту, да, и, получая приз, у нас не доставало там 30 километров. Вот. Вот такую фотографию нашел, старую. Так, и, по-моему, еще одна должна быть. Так, да, и все. Значит, все. Пойдемте тогда наверх. Царицынские и Борисовские пруды. Так, в начале 17 века, в начале 18 на плотинах работали мельницы, в прудах разводили разные виды рыб. Осетр был, стерлядь, сом, лящ, ясь, окунь, плотва, карась. И уже после Екатерины, да, Верхний пруд стал центром пейзажного парка. Мы, кстати, пойдем сейчас по вот этим мостам. У нас два моста, парк. Пойдем мимо Хлебного дома, мимо главного дворца. И пойдем в самый-самый конец, можно сказать. Хотя нет, там еще продолжается. В общем, туда, где я еще сам не был.
Там что-то типа того, как разрушенная стена крепостная. В общем, туда пойдем. И вот перед нами уже открывается вид на большой каменный мост. Я сейчас вот сюда спущусь, уйду с дороги немного, чтобы его сбоку вам показать. Вот этот мост построили в 1784 году над оврагом. Видите, внизу овраг, и вот над ним он построен. И вот на той стороне, видите, в готическом стиле. Люди тоже фотографируются. Все, поднимаюсь я наверх. Сейчас по нему пойдем. Ола. Так, здесь вот влюбленные сидят. Да, здесь народу не меньше. Тоже ходят. Так, что у нас здесь? Птицы Царицына, снегирь, поползень, зяблик и щегол есть. Мороженое продают также. Белочки есть. Вот там люди кормят белочек. Белок, кстати, я здесь вообще не видел ни разу. Вот она бежит. Так, надеюсь, ее видно. Вот она прям стоит. Так, давай, иди к нам. Вот она. Они такие прикольные вообще. Бегают. Смешные, особенно когда на задние лапки стоят. Очень смешные. Так, вот он у нас большой каменный мост. И мы пойдем сейчас к следующему мосту. А вот по правой стороне, видите, как раз таки с моста у нас вид открывается. Это у нас здание 3-го кавалерийского корпуса. Сейчас мы к нему поближе чуть-чуть подойдем. Так, еще, насколько я знаю, здесь в будние дни и в выходные дни проводятся какие-то то ли чайные мероприятия. Но это нужно будет от главного корпуса уходить там туда, вглубь, по левой стороны. Там какие-то, знаете, люди даже наряжаются вот в эти старинные одежды. И что-то там, какие-то такие небольшие представления проходят. Вот у нас 3-й кавалерийский корпус с правой стороны. Наверху посмотрите, какая башенка стоит. Со света запустили. Все такое в едином стиле. Мост, башня, сейчас главный вот этот корпус будет, хлебный дом. Все в едином стиле. Мороженое, пожалуйста, водичка, морс, квас, лимонад. И вообще вот это место, как бы, есть информация, что сама Екатерина II выбирала для постройки вот этого корпуса. Вот этот корпус, видите, у нас получается построен как бы на холме, и царица с этого места любовалась фейерверками, которые запускали на прудах. И уже в 1910 году это место использовалось как дача. Сейчас найду вам, где у нас тут дача. Так, это у нас мост, видите, как выглядел раньше. Сейчас найду дачу. Так, это нифига не дача. Это не дача. Вот у нас тоже своего рода дачники. Это у нас тоже вот мост. Сейчас мы как раз через него пойдем, и вид на дворец. Так, давайте сейчас комментарий сразу прочитаю, раз остановился. Мороженое, пожалуйста, вода, морс, квас, лимонад. Да, белки совсем не боятся. Я вот снимал видео
Буквально там на прошлой неделе ездил, снимал прогулку от района Войковский с парка Тимирязева. Ой, Покровского-Стрешнего, извиняюсь. И до речного вокзала прогулка у меня была. Вот там белки вообще не пугливые. Они чуть ли на руки не лезут. С левой стороны у нас, видите, церковь. Сейчас выйду из-за деревьев. Вот колокольня. Вот этот храм построен на месте старого деревянного храма в 1722 году. И, соответственно, за свою историю он неоднократно перестраивался. И уже при советской власти здесь находилась трансформаторная станция. Как я и говорил, да, коммуналки, потом склады и всему тому подобное. Впереди вот это у нас фигурный мост. По нему мы как раз таки спустимся и пойдем к дворцу. Вот на эти башенки посмотрите. На мосту. Прям похож на такое крепостные ворота. Вот. Мост этот построили в 1778 году по проекту Баженова. Мне вот он больше нравится, чем главный, потому что такой более такой фигурный, что ли. Да, очень красиво. Такие вот. Посмотрите, сколько туристов. Вот туда мы с вами и пойдем сейчас. Вид шикарный отсюда, конечно. Красиво. Так, давайте на ту сторону. Ну, здесь не меньше людей. Пруды, вот, которые мы проходили с вами. Очень красиво. Ну, здесь и зимой красиво, на самом деле. Летом и зимой прям вообще красота. Мы сейчас спустимся направо, а потом выйдем с той стороны и пойдем прямо туда. А пока спускаемся. Так. Так, друзья, напоминаю, что мы гуляем по Царицыно. После эфира посмотрите видео Царицыно, как выглядит именно дворец, хлебный дом изнутри. Сегодня мы гуляем снаружи, так сказать, а видео будет, как все выглядит внутри. Пруд, мост, откуда мы пошли, вокруг обошли и пришли вот к этому фигурному мосту. Кстати, сейчас посмотрим, как он выглядит с этой стороны. Тоже красивый мост. Ну не красота ли? Прям такой вход во дворец куда-то, в замок, башни. Фигурный мост 1776. Тоже табличка висит, архитектор Баженов. Я не ожидал, честно говоря, что народу столько будет. И причем это все туристы. Местные сюда, ну, мало ходят. Да, место очень хорошее для туристов. Еще раз вам вид на церковь. Там у нас второй кавалерийский корпус. Это все вот туристические группы иностранцев, видите, с флажком таким. Ну давайте вид вам на дворец, полюбуйтесь им. Кстати, кто приезжает в Москву, если хотите сюда попасть бесплатно, то каждый месяц это можно сделать. Просто переходите на сайт Царицыно, и каждый месяц там в течение дня одного можно это сделать бесплатно. Просто регистрируйтесь, вам присылают билет электронный. Все, и гуляете бесплатно.
Так, а вот здесь, сейчас вот табличку тоже покажу, стоял когда-то большой кавалерийский корпус, который снесли. Вот о чем нам табличка рассказывает. Вид сверху фундамента. Вот, предназначался для свиты императрицы, высших придворных чинов. И разобрали после того, как Екатерине все это дело не понравилось. Я не знаю, что ее не устроило в таком дворце. Смотрите, красота. Видимо, в тот момент где-нибудь в Австрии, где там в Италии, наверное, вышло что-то еще более такое лучше, что ли. Может быть, поэтому не понравилось. Тенденции сменились. Как говорится, мода сменилась, ее не устроило. И пойдем сейчас как раз таки вон в те ворота, зайдем к Хлебному дому. Нет, вход в парк бесплатный. Я имел в виду, что платно на территорию, именно внутрь, во дворец попасть, там в Хлебный дом и во все, соответственно, эти помещения. Там вход платный. А в сам вход на территорию, вот просто погулять здесь, это все дело бесплатно. Сейчас зайдем через арку, и там у нас будет два памятника архитекторам. Еще раз вам вид. Парк очень большой, в той стороне тоже есть мост, там идут галереи цветочные. Все, на дворце мы тогда не останавливаемся на историю, посмотрите видео, я там буду рассказывать об этом, чтобы не повторяться. Потому что я говорю, записывал, кстати, видео еще записывал зимой. Все хотел прямой эфир провести здесь. Но все не получалось. Зато вот летом хорошая погода, поэтому летом мы гуляем снаружи, а зимой по видео это будет уже внутри. Вот здесь спряталась табличка у нас, ансамбль усадьбы Царицына. И вот у нас два архитектора. И ворота, которые мы прошли, это Хлебные ворота. Их построили в 1784 году. Вот такие фигуры две. И, как бы видите, такой недостроенный, что ли, дворец посередине, между ними. Так, смотрите, либо по ссылке, должна быть ссылка прикреплена, перейдете просто и все. По ней посмотрите. Так, а вот это у нас Хлебный дом. Пока полюбуйтесь, я вам расскажу историю. И обратите внимание как раз таки над как бы входом таким центральным. Видите там? В общем, вот этот Хлебный дом, это у нас одна из построек Баженова, которая сохранилась. Перед домом вот у нас два архитектора. И вот на фасад обратили внимание, где буква Х, как бы такая, и С. Видите, да? Перед нами прям. И считается, что это как бы такая масонские знаки. Так как сам Баженов был масоном. Нашли, да? ХС. Так, вот она у нас. ХС. Вот этот знак и считается масонским. Все, полюбовались? Давайте обойдем сейчас Хлебный дом. Покажу вам еще раз. С этой стороны дворец. Хотя мы сейчас с той стороны его посмотрим. И еще раз ворота Хлебные. Так, дождь пошел. Что за ерунда? Башенки тоже такие, как на замке. Ой, сколько народу. По-моему, еще больше стало. Все, сейчас обходим с той стороны. Вот отсюда вид такой красиво открывается, как будто этот дворец получается у нас тоже на холме, а там низина пошла. То есть императрица у нас смотрит сверху вниз на все происходящее. Должна была смотреть, вернее.
Алло, купил кто? Даже похож чем-то на корабль вот этот корпус. Так, и вот еще у нас один масонский символ. Видели? Тоже Х и С. И вот если мы сейчас пойдем прямо и уйдем направо, там будут, по-моему, 5 галерей. И там произрастают разные растения. Деревья, там, ну, растения, в общем, разные. Эти в галереи тоже можно попасть, когда, ну, купить билет, либо раз в месяц там бесплатно. Пройти все это дело посмотреть. 7 кувырков не каждый перенесет. Вот через этот мостик переходишь и идешь в ту сторону. Если мы пойдем в ту сторону, как раз таки, вон, видите, там, по-моему, мероприятие проходит. Но мы туда не пойдем, потому что там особо такого ничего интересного нет. Просто стоит павильончик, цветы, и люди вокруг сидят, отдыхают. Вот у нас хлебный дом. Так называемый кухонный корпус. Так, а что, у меня весь не влазит? Очень широкий такой, прям как этот корабль. Вот такой электротранспорт есть. Кассы, экскурсии на электромобиле. Так, цены есть, нет? Сейчас покажу вам цены. Может, кому интересно будет. Извините. Спасибо. Так, ребят, надеюсь, все читаемо. Если что, потом поставите на паузу, скриншот сделайте и посмотрите, что сколько стоит. Все, мы сейчас тогда идем вдоль как раз таки главного дворца. Прямо. И здесь вот где-то вот в той стороне на поляне растет огромный дуб, по-моему. Обходим хлебный корпус. Так, это что такое? Как давно я здесь не был. В плане вот с этой стороны. В самом-то корпусе я был, внутри зимой приезжал, а вот здесь уже не ходил. Такие дворцы мы с вами где вот? Наверное, в Твери самый более-менее походит на именно дворец. Как думаете, вот то, что были путевые дворцы где там в Солнечногорске, Городне, такие скромненькие, а вот в Твери был, наверное, самый большой. И вот этот тоже огромный, но этот гораздо больше, чем в Твери, конечно же. Это у нас сейчас мы выходим к большой дворцовой поляне. И посередине, вернее, не посередине, а дальше прямо будет Малый дворец. Так, что-то погода портится. Так, а что здесь, перекрыли, что ли? А, ну сейчас по траве, значит, пойдем. Как раз таки к Малому дворцу. Здесь у нас кофейня. Ничего народу-то. Бургеры, кофе. Так, цены, ребят. Посмотрите, кому интересно. И пойдем сейчас. А, вон про тот дуб я и говорил. Видите, посередине он растет. Такая дворцовая поляна. И посередине вот этот дуб. Он очень старый, растет здесь очень-очень давно. А, какой дуб? Это сосна. Дуб. Сосна. В общем, на поляне. Ну, прикольная поляна. И дворец. В общем, Малый дворец, к которому мы в 2008 году. А за дворцом там должен быть фигурный. Так, как тут пройти-то? Ага, вижу. Сейчас, ребят, вот потерялся тут с проходом этим, чтобы нам ничего не пропустить. Здесь можно пройти? Нет? Нормально, все, вот, выходим.
Так, еще раз вам дворец. Ну, в принципе, он похож. Вот левый, правый корпус, средний. Все как бы такое в едином стиле. Но в любом случае это все дело очень красивое. Вот слева дворец, тоже можно в него попасть. Также туда есть платные экскурсии. Вот он, маленький дворец. Сейчас сюда на пригорок поднимусь. Вот так выглядит Малый дворец. Он получается у нас за вот этим большим дворцом. Тоже в едином стиле все дело сделано. А это уже у нас оперный дом. Двуглавый орел, смотрите, такой интересно, как сделан, под сеткой, закрыт. Его построили в 1778 году. И, соответственно, само название говорит за себя. Предназначался он как бы для театральных представлений и небольших официальных приемов. Архитектор тоже, кстати, Баженов. Так, а есть знак какой-нибудь, интересно? Вот посмотрите, в виде звезды, да, что-то такое. Сейчас рукой покажу, куда смотреть. А это у нас фигурные ворота. Их еще называют виноградными. Видите, посередине такое что-то на виноградную лозу похоже. Хотя мне больше напоминает улей пчелиный. И тоже готика. Что вам напоминает? Вот у меня реально это улей как будто бы висит. Пчелиный. Это что-то, какие-то хлебные колосья, что ли. Он там в виде ангела на дудке, что ли, играет. С той стороны тоже. Что он напоминает, ребят? Вот улей и улей. Почему виноградные называются, тоже непонятно. Так, оперный дом. И пойдем сюда. Так, вот здесь я уже не ходил. Так, надо сориентироваться тогда, куда идти. Так, я здесь, и мне нужно... Ага, павильон. Вот, мы идем к павильону Миловида. И потом пойдем до башни Руина. Это значит, мне надо... Так, еще раз на карту показать. Запоминайте, ребят, будете подсказывать. Я там. А, вот можно вот так пойти наверх тогда. Все. Здесь пойдем. Да, они были там разрушены часть, а потом их восстановили. Ну а так это как бы все это единый ансамбль. Производить, он даже В общем, давайте тогда, на чем я историю остановил свою. Сейчас прокручу в голове, на чем я остановился. В общем, восстанавливать это место полностью, все, вот этот, так что ли пойти, парк, начали в 1987 году. Российские и польские мастера восстановили почти все, кроме Большого дворца и Хлебного дома. А их уже восстанавливали в период там 2005 и 2007 года. Вот такой лес, такой больше, да, на лес похоже, лесная чаща. И впереди у нас павильон Миловида. Его уже построили в 1804 году. И с него должен, кстати, открываться вид как раз-таки на искусственный островок. Вот где-то вот в той стороне. Посмотрим сейчас. Дойдем.
И нас еще будет ждать с нами, с вами большие как бы там руины, башни-руины. А вот здесь, кстати, народу поменьше. Вот у нас павильон Миловида, и там что-то вроде кафе, что ли. Люди сидят на лавочках, а может какая-то лекция идет. Вот маршрут, видите, для оздоровительной ходьбы можно ходить. Я пошел по малому пути, а можно было вокруг идти. Ну, то же самое, пришел бы к этому павильону. Вот видите, беседка Миловида. 1000 служебное помещение. Кафешка, да. Такие люди заняли места в первых местах, в первых рядах, вернее, и любуются красотой. А вон там, видите, тоже можно спуститься. Да, как раз у нас прямо башня руин, как раз у нас прямо башня руина. Мы с вами находимся вот здесь. Ага. А можно пойти сейчас, да. И как раз таки к ней придем. Дальше там еще какой-то павильон есть. Но это прям туда, далеко уже, вглубь. Так что кто будет, посмотрите маршрут. Потому что здесь ходить Францию. Понял, чем отличается. Там идешь как бы по брусчатке, а здесь идешь по вот такой гравийно-песочной. Да, здесь уже народу меньше. Там у нас также идет тропинка вдоль прудов. Поэтому можно и там прогуливаться, либо просто идти по верху. Но деревья здесь старые, судя по их величине, росту. Все такое прям старое. И солнышко сюда вообще не пробивается. Я думаю, даже в часов 12, там, в час, солнца здесь тоже очень мало. Высокие слишком деревья. А вот тут белок уже нет почему-то. Все там на мосту. Видимо, там потому что народу больше, поэтому они там все собираются. Вот также здесь можно спуститься и пойти вдоль пруда. Вот они, смотрите. Наверху у нас башня руина. Вот к ней я и шел. Сейчас поднимаемся. Ребят, был кто? Точно. Так, сейчас. Опа. Мельник. Высокая. Финальная точка. Сколько, интересно, метров здесь? Ленточка. И вон там у нас беседка. Все, друзья. Вижу, что комментариев нет. Будем тогда с вами прощаться. Так, еще раз напоминаю, переходите по ссылке и смотрите видео дворца Хлебного дома внутри. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.